Наконец-то мы снова в лесу. Отдых начинается уже тогда, когда тебя окружают деревья. Вот и настала пора сияющей и прозрачной осени. Пора удивительных контрастов земли и неба. Пора, когда даже самые принципиальные селферы фоткают еще и пейзажи. Когда поэты, чуть ли не вальсируя со своими смартфонами, печатают в них только им понятный шедевр. Вот и мы решили не остаться в стороне от этого праздника и отправились к преображенному по этому случаю лесу. Опробовали костер под названием «Звездочка». Я отвел бы его к виду ленивых костров. Много внимания к себе не требует. Экономичен и удобен для приготовления чего-нибудь горяченького. Огонь направлен, по сторонам не жарит. Можно спокойно находиться около котелка, не боясь при этом покрыться корочкой. К тому же его просто превратить в небольшой мангал. Даже если вы и прозевали чуть-чуть, разжечь этот костер опять-таки довольно легко. Достаточно свести поленья ближе. А вот согреться или просушиться у него не получится. Для обогрева он слишком скуп, поэтому на теплые дни лета самое то. А сейчас конец сентября. Хотелось бы чего-нибудь пожарче. Вообще, слушай, красота, как она освещает все. Надеяться будем на надейку, да, теперь? Ну, как-то охота такого, что-нибудь надействовала. Дождь. Сыро и прохладно. В такие моменты мадья особенно придает уют. Да и погода для нас давно перестала быть определяющим фактором в решении идти в лес. Напротив, разная погода проявляет разные грани своей без преувеличения сказочной красоты. Каждый раз неповторимо. Как-то была даже ночевка под старым упавшим листвягом, из-за которого мы с благоговейным ужасом наблюдали, как деревья наклоняли к нам свои кроны, словно хотели заглянуть под валежину. Поднялся такой силой ветер, что было слышно, как с треском валятся деревья, и мы с каждым порывом все больше походили на тараканов, прячущихся от тапка. Что и молния ударила в 20 метрах от нас. Мы были удивлены в самой крайней степени. От одного из нас поступило невероятно искреннее предложение вести себя хорошо. Возражений не было. Мой друг, пережив этот эпизод, в следующем походе, уже зимой, держал вместе со мной стену нашего временного жилища, в которую ударял ветер как будто с ноги, угрожая смести нас с сопки. После этого он продал рюкзак и спальник, вероятно решив, что походы не его конек. Ну а сейчас мирно моросит дождик, перед нами горит лесной камин, чай греет ладони и нутро. Тишина. Кому-то она навевает тоску, а кому-то наполняет все вокруг глубоким смыслом. Философствуем. Для этого дела место отличное. Лес и бездонное небо, из которого смотрит вечность. Некуда спешить и нечего ждать. Расстилаем коврик, раскладываем спальник, устраиваемся поудобней и погнали. Следующее утро встретило нас белым шумом дождя. Спится под него просто великолепно. Но уже к полудню распогодилось.
Солнце придало насыщенности всему этому великолепию. Да и камера как раз зарядилась. После приятных в походе бытовых хлопот, да еще и потрудившись в удовольствие, мы предались созерцанию. Сейчас прогорит, хорошо бы, чтобы за это время сосна успела заняться. Второе утро в лесу. Прекрасно. Вроде и спали из последних сил, а глаза открылись с рассветом. Пение редких птиц в лесной реверберации – это вам не будильник на тумбочке, с днем и ночью гудящей улицей за окном. И, кстати, у нас с собой на этот раз была еще и лопата, и мы теперь можем копать не только теоретически. Поэтому день сей мы проводили вот так. И вот так. А затем снова. Ого. Помните, как в детстве, когда вам хотелось, к примеру, рисовать? А что рисовать? Дело уже второе. Вот так же, видимо, и у нас. Покопать чего-то захотелось. Так, подменяя друг друга в труде, а труд меняя с отдыхом, мы встретили сумерки. Да, чика стемнело. А это вечерний костер, ужин, чай. После чего можно и побеседовать словами разными, поразмышлять о значении их, порассматривать ценности всякие, какие мнимые, а какие настоящие. Со стороны, говорят, видней. Вот мы и вышли в сторону. В нашем случае в сторону леса. Ой, ну пятки погреть — это тоже такое прямо величественное удовольствие. Прямо там прижигает вот тут вот внутри ступни огонь. Ух, хорошо. Это, наверное, еще и полезно. Может, поэтому так хорошо. Да, так бы неплохо и по уголькам было бы походить. Но, видимо, не в этот раз. Можно эти бревна вот так развернуть, выложить.
один за другим. Камнями подпереть. Да. Юху! Тогда точно мы домой на руках пойдем. Тоже вот как бы хождение по углям в большей степени победа над собственным страхом. То есть ну-ка попробуй ногу запихать в уголье, ты чё, аж сгорит, до кости прогорит. Ну, я тоже был удивлен, когда вдруг внезапно все собрались ходить по углям. Я такой тоже как бы. Ну, я смотрю, там другие, кто-то отказывается, это, ну, типа, что, с ума сошли по углям ходить. Это для этого же надо очень долго заниматься, чтобы настроиться, чтобы тебе не обожгло потом там. Надо ум так настроить, подготавливаться. Ну. А кто-то, а чё, а давай. Ну, просто так вот. Ну, а сами, кто это все топил, этот костер. Говорю, сегодня день такой, который кто не хочет ходить по углям, может не ходить. Третий день. И сегодня мы держим путь обратно. Готовим завтрак, так сказать, чтобы посидеть на дорожку. Пакуем рюкзаки и обратно в гудящее, мельтешаще, спешащее измерение. Похоже, на сопку спустилось облако, и у нас появилась возможность, перед тем, как вернуться в Человейник, погулять в облаках. Что там? Хоть в детстве это и запрещалось, но когда еще представится такая возможность? Да и мы, люди уже взрослые, можем позволить себе прогулки в облаках.